Глава 5. Искусство сновидения. На следующее утро, предоставленный самому себе, я работал над своими записками. В полдень я помогал сестричкам и Лагорде, перевозил на своей машине вещи из дома Донья Соледад в их дом. Вечером мы с Лагордой сидели одни на обеденной площадке. Некоторое время мы молчали. Я очень устал. Лагорда первая нарушила молчание. Она сказала, что все они после ухода Нагваля и Хинаро стали очень самонадеянными. Каждый из них был слишком поглощен своей собственной задачей. Лагорде Нагваль велел быть бесстрастным воином и следовать по тем тропам, которые предложит ей судьба. Если бы Соледад захватила мою силу, Лагорда должна была спасаться бегством и попытаться спасти сестричек, а затем присоединиться к Бениньо и Нестору, единственным двум Хинарос, которые остались бы в живых. Если бы сестрички убили меня, она бы присоединилась к Хинарос, так как сестрички бы в ней больше не нуждались. В случае, если бы из них двоих только одна она осталась в живых после нападения союзников, то ей следовало уехать из этих мест и остаться в одиночестве. Ее глаза блестели, когда она сказала, что, когда прощалась с сестричками, своим домом и холмами, она была уверена в том, что ни один из нас не выживет. Нагваль сказал мне, что в случае, если мы оба выживем после столкновения с союзниками, продолжала она, я должна буду во всем помогать тебе, потому что это и будет моим путем воина. Именно поэтому я и вмешалась в то, что делал с тобой Бениньо вчера вечером. Он давил глазами на твою грудь. Это было его искусство сталкинга. Перед этим ты вчера видел руку Паблита, и это было частью того же искусства. Что это за искусство, Горда? Искусство сталкинга. Оно было предрасположением Нагваля, и в этом Хинарос и его дети. Твой дубль является сновидением. Все это было новостью для меня. Мне хотелось услышать более подробные объяснения, и я помолчал минуту, чтобы перечитать написанное и выбрать самый подходящий вопрос. Прежде всего, мне хотелось бы выяснить, что она знает о моем дубле, а потом об искусстве сталкинга. Нагваль сказал мне, что твой дубль — это нечто, требующее много силы для выхода, сказала она. Он полагал, что у тебя достаточно энергии, чтобы выпустить его дважды. Именно поэтому он настроил Соледад и сестричек, чтобы они или убили тебя, или помогли тебе. Лагорда добавила, что у меня оказалось гораздо больше энергии, чем думал Нагваль, и мой дубль выходил трижды. По-видимому, нападение Розы не было бессмысленным действием. Напротив, она очень хитро рассчитала, что если она сможет поразить меня, то я стану беспомощным. Такую же уловку пыталась применить Донья Соледад со своим псом. Я дал Розе шанс ударить меня, когда заорал на нее, но она потерпела поражение, пытаясь повредить меня. Вместо этого вышел мой дубль и причинил вред ей. Лидия рассказала Лагорде, как все произошло. Роза не хотела просыпаться, когда они удирали из дома Соледад, и Лидия стиснула ее поврежденную руку. Рука не ощутила никакой боли и мгновенно сообразила, что я исцелил ее. Из этого они сделали вывод, что я истощил свою силу. Лагорда утверждала, что хитроумные сестрички придумали план, как полностью лишить меня силы. Потому они и настаивали, чтобы я исцелил Соледад. Когда Роза поняла, что я исцелил и ее тоже, она решила, что я непоправимо ослабил себя. В итоге им оставалось только подождать Хосефину, чтобы прикончить меня. Сестрички не знали, что, исцелив Розу и Соледад, ты снова наполнился, сказала Лагорда и засмеялась, словно это была шутка. Именно поэтому у тебя было достаточно энергии, чтобы извлечь свой дубль в третий раз, когда сестрички пытались отнять твою светимость. Я рассказал ей о видении Доньи Соледад, съежившейся у стены своей комнаты, и как это видение было связано с моим осязательным ощущением вязкой субстанции на ее лбу. «Это было настоящее видение», — сказал Лагорда. «Ты видел Соледад в ее комнате, хотя она была в это время со мной недалеко от дома Хинаро. А затем ты видел свой Нагваль на ее лбу». Мне вдруг показалось необходимым сообщить ей подробности происшедшего, особенно возникшее у меня осознание, что я действительно исцелил Донью Соледад и Розу прикосновением к субстанции, которую я ощущал как часть самого себя.
«Видеть эту вещь на руке Розы тоже было истинным видением», — сказала она. «И ты абсолютно прав, что эта субстанция была твоей собственной. Прикоснувшись к ней, ты втянул ее обратно». Затем, словно раскрывая тайну, Лагорда сообщила, что Нагваль приказал ей не открывать мне следующий факт. Поскольку у всех нас была одна и та же светимость, то прикосновение моего Нагваля к одному из них не делало меня слабее, как это произошло бы в случае, если бы мой Нагваль коснулся обычного человека. «Если твой Нагваль касается нас, — сказала она, слегка шлепнув меня по голове, — твоя светимость остается на поверхности. Ты можешь забрать ее снова, и ничего не будет потеряно». Я сказал ей, что мне очень трудно уловить суть ее объяснения. Она пожала плечами, словно говоря, что это ее не касается. Тогда я спросил, что она подразумевает под словом «Нагваль». Я сказал, что Дон Хуан объяснил мне Нагваль как неописуемый принцип, источник всего. «Разумеется», — сказала она, улыбаясь. «Я знаю, что он имел в виду. Нагваль находится во всем». Я иронически заметил, что это же можно сказать и о противоположном, что тональ находится во всем. Она спокойно объяснила, что здесь нет противопоставления, и мое утверждение правильно. Тональ тоже находится во всем. Она сказала, что тональ, находящийся во всем, можно легко постигнуть нашими чувствами, в то время как Нагваль, находящийся во всем, открывается только глазу мага. Она добавила, что мы можем натолкнуться на самые диковинные виды тоналя и испугаться их, или испытать потрясение от них, или чувствовать к ним безразличие, потому что все это находится в пределах нашего восприятия. С другой стороны, для восприятия Нагваля требуются особые чувства мага. Но как тональ, так и Нагваль присутствуют всегда и во всем. Поэтому магу свойственно говорить, что смотрение состоит в обозревании тоналя, находящегося во всем, а видение, с другой стороны, это наблюдение Нагваля, тоже находящегося во всем. Поэтому, если воин наблюдает мир как человеческое существо, он смотрит, а если он наблюдает его как маг, то он видит. То, что он видит, и следует, собственно говоря, называть Нагвалем. Затем она повторила то, что я уже знал от Нестора, причину, по которой Дона Хуана называют Нагвалем, и подтвердила, что я также являюсь Нагвалем из-за фигуры, выходящей из моей головы. Мне хотелось узнать, почему они называют эту фигуру дублем. Она ответила, что они думали, будто разыгрывают со мной персональную шутку. Они всегда называли эту фигуру дублем, потому что она вдвое больше по величине, чем человек, у которого она есть. «Нестор сказал мне, что эта фигура не настолько хорошая вещь, чтобы стоило иметь ее», — сказал я. «Она не хорошая, не плохая», — ответила она. «У тебя она есть, и это делает тебя Нагвалем. Вот и все. Один из нас 8 должен быть Нагвалем, и им являешься ты. Это мог быть Паблито, или я, или кто-нибудь другой. Расскажи мне теперь, что такое искусство сталкинга», — попросил я. «Нагваль был сталкером», — сказала она и уставилась на меня. «Ты должен знать это. Он учил тебя сталкингу с самого начала». Мне показалось, что она имеет в виду то, что Дон Хуан называл охотой. Он, безусловно, учил меня, как быть охотником. Я рассказал ей, что Дон Хуан показал мне, как охотиться и делать ловушки. Однако ее употребление слова «выслеживатель» было более точным. «Охотник просто охотится», — сказала она. «Сталкер же выслеживает все, включая самого себя». Как он делает это? Безупречный сталкер может все обратить в жертву. Нагваль говорил мне, что мы можем выслеживать даже собственные слабости. Я прекратил писать и попытался вспомнить, знакомил ли меня когда-либо Дон Хуан с такой новой возможностью – выслеживать свои слабости. Я не мог припомнить, чтобы он когда-нибудь описывал это такими словами. Как может человек выслеживать свои слабости, Гордо? Точно таким же способом, как ты выслеживаешь жертву. Ты разбираешься в своем установившемся распорядке жизни, пока не узнаешь все действия своих слабостей. А затем ты приходишь за ними и ловишь их в клетку, как кроликов. Дон Хуан учил меня именно так поступать со своим распорядком, но в русле общих принципов,
которые должен применять охотник. Однако ее понимание этого термина было более прагматическим, чем у меня. Дон Хуан говорил, что любая привычка является деланием, и что для функционирования деланию необходимы все его составные части. Если некоторые части отсутствуют, делание расстраивается. Под деланием он подразумевал любую связанную и осмысленную последовательность действий. Другими словами, привычка нуждается во всех своих составных частях, чтобы быть живой реальностью. Затем Лагорда описала, как она выслеживала свою собственную слабость, чрезмерную любовь к пище. Она сказала, что Нагваль предложил ей сначала заняться главной частью этой привычки, связанной с ее работой. Она была прачкой. Клиенты всегда угощали ее, когда она разносила по домам белье. И она никогда не отказывалась поесть. Она ждала от Нагваля подробных инструкций, но он только высмеял ее и сказал, что стоит ему дать ей какое-нибудь указание, как она тут же станет сопротивляться, лишь бы не делать этого. В результате, как правило, человек вовлекается в ненависть к тому, кто дал ему совет. В течение многих лет она ничего не могла придумать, чтобы выследить эту свою слабость. Но вот однажды она стала настолько больной и усталой от своего ожиревшего тела, что отказалась принимать пищу в течение 23 дней. Это было начальное действие, которое разрушило ее фиксацию. Затем у нее возникла идея засунуть в рот губку, чтобы клиенты думали, будто у нее болят зубы, и она не может есть. Эта уловка сработала не только с ее клиентами, переставшими предлагать ей еду, но и с ней самой, потому что у нее жевание губки вызывало ощущение, что она ест. Лагорда смеялась, когда рассказывала мне, как она всюду ходила с засунутой в рот губкой в течение нескольких лет, пока ее привычка к обжорству не истощилась. Тебе нужно было только уничтожить свою привычку? Нет, мне нужно было научиться есть как воин. А как ест воин? Воин ест медленно и понемногу за раз. Я привыкла разговаривать во время еды и ела очень быстро, проглатывая огромное количество пищи за один прием. Нагваль сказал мне, что воин делает 4 глотка за один раз. Немного погодя, он делает еще 4 глотка и так далее. А еще воин в течение дня проходит мили и мили. Моя слабость к еде никогда не позволяла мне много ходить. Я победила ее тем, что делала по 4 глотка пищи каждый час, и тем, что ходила пешком. Иногда я ходила весь день и всю ночь. Так я согнала жир со своих ягодиц. Она засмеялась, вспомнив прозвище, которое дал ей Дон Хуан. Но выследить свои слабости еще недостаточно для того, чтобы освободиться от них, сказала она. Ты можешь выслеживать сей минуты и до судного дня, и это не даст никаких результатов. Именно поэтому Нагваль не хотел давать мне никаких инструкций. Чтобы реально достичь безупречного мастерства в сталкинге, у воина должна быть цель. Лагорда рассказала, как она день за днем жила, не имея никакой перспективы, пока не встретила Нагваля. Она не имела ни надежд, ни мечтаний, ни желания чего-либо. Только возможность поесть была всегда доступна ей по какой-то причине, которую она не могла постичь. Каждый день у нее было обилие еды, так много еды, что одно время она весила 236 фунтов. «Еда была единственной вещью в жизни, которой я наслаждалась», — сказала Лагорда. «Кроме того, я никогда не считала себя жирной. Я думала, что довольно привлекательна, и люди любят меня именно такой, какая я есть. Все говорили, что я выгляжу цветущей. Нагваль сказал мне нечто очень странное. Он сказал, что у меня было огромное количество личной силы, и благодаря этому мне всегда удавалось получить еду от друзей, тогда как мои домашние оставались голодными. Каждый имеет достаточно личной силы для чего-то. В моем случае фокус состоял в том, чтобы отвернуть свою личную силу от еды и направить ее к цели воина. «Что это за цель, Лагорда?» — спросил я полушутя. «Войти в другой мир», — сказала она, улыбаясь, и сделала вид, что собирается ударить меня костяшками пальцев по макушке, любимый прием Дона Хуана для прекращения моего индульгирования. Стало слишком темно, чтобы писать. Я попросил ее принести лампу, но она объяснила, что очень устала
и должна немного поспать перед приходом сестричек. Мы пошли в переднюю комнату. Она дала мне одеяло, сама закуталась в другое и мгновенно заснула. Я сел спиной к стене. Кирпичное ложе было жестким, хотя на нем были постелены 4 соломенных циновки. Удобнее было лежать. Как только я сделал это, я тотчас уснул. Внезапно я проснулся от невыносимой жажды. Я хотел пойти на кухню, чтобы напиться, но не мог сориентироваться в темноте. А рядом со мной лежала Лагорда, завернувшись в одеяло. Я тряхнул ее 2-3 раза и попросил, чтобы она помогла мне найти воду. Она пробормотала что-то неразборчивое. Очевидно, она так крепко спала, что не могла проснуться. Я встряхнул ее снова, и внезапно она проснулась. Только это была не Лагорда. Тот, кого я тряс, заорал на меня грубым мужским голосом, посылая меня к черту. На месте Лагорды был мужчина. Я смертельно испугался. Спрыгнув с постели, я побежал к передней двери. Но я совершенно не способен был сориентироваться, и в результате оказался на кухне. Я схватил лампу и поспешно зажег ее. В этот момент из уборной, находившейся в задней части дома, вышла Лагорда и спросила меня, в чем дело. Я взволнованно рассказал ей, что случилось. Казалось, она тоже была сбита с толку. Ее рот приоткрылся, глаза потеряли свой обычный блеск. Она решительно потрясла головой, и это, казалось, восстановило ее алертность. Она взяла лампу, и мы пошли в переднюю комнату. В постели никого не было. Лагорда зажгла еще 3 маленькие лампы. Она была явно встревожена. Велев мне оставаться на месте, она открыла дверь в их комнату. Я заметил, что оттуда шел свет. Она закрыла дверь снова и очень естественным тоном сказала, что тревожиться нечего, ничего не случилось и что она лучше пойдет приготовить нам что-нибудь поесть. С быстротой и расторопностью настоящей буфетчицы она приготовила еду и горячий шоколадный напиток с кукурузной мукой. Мы сели друг против друга в полном молчании и стали есть. Ночь была холодной. Похоже, собирался дождь. 3 керосиновые лампы, которые она принесла на обеденную площадку, давали умиротворяющий желтоватый свет. Она взяла несколько досок, сложенных штабелем на полу, у стенки, и разместила их вертикально, засунув в глубокий паз на поперечной опорной балке крыши. На полу была параллельно балке щель, которая удерживала доски на месте. В результате получилась передвижная стенка, окружавшая обеденную площадку. «Кто был в постели?» — спросил я. «В постели рядом с тобой была Хосефина, кто же еще?» — ответила она, как бы смакуя каждое слово, а затем рассмеялась. Она мастер на шутки вроде этой. Вначале я подумала, что это кто-то другой, но потом уловила запах. Так пахнет тело Хосефины, когда она устраивает одну из своих проделок. «Она что, пыталась испугать меня до смерти?» — спросил я. «Ты знаешь, что не являешься их любимцем», — ответила она. «Им не нравится, что их спихивают с привычного пути. И еще они вне себя из-за отъезда Соледад. Они не хотят понимать, что нам всем пора покинуть эту местность. Похоже на то, что наш час пробил. Я поняла это сегодня. Когда я ушла из дому, я ощутила, что эти скудные холмы там, снаружи, делают меня усталой. Я никогда не замечала этого вплоть до сегодняшнего дня. Куда вы собираетесь уходить?» «Я не знаю. Похоже, что это зависит от тебя, от твоей силы». «От меня? Как это понимать, Лагорда?» «Позволь мне объяснить. За день до твоего приезда мы с сестричками шли в город. Я хотела найти тебя там, потому что у меня было очень странное видение в моем сновидении. В этом видении я была в городе вместе с тобой. Я видела тебя так четко, как вижу сейчас. Ты не знал, кто я такая, но заговорил со мной. Я не могла разобрать, что ты сказал. Я возвращалась к тому же самому видению 3 раза, но была в этом сновидении не настолько сильной, чтобы понять твои слова. Я сделала вывод, что мое видение означает необходимость пойти в город и довериться своей силе, чтобы найти тебя там. Я была уверена, что ты находишься в пути. «Сестрички знали, зачем ты взяла их в город?» — спросил я. «Я ничего не сказала им», — ответила она. «Просто взяла их с собой. Мы бродили по улицам все утро». Ее рассказ вызвал у меня очень странное состояние.
Спазмы нервного возбуждения прокатились по всему телу. Я вынужден был встать и пройтись. Затем я снова сел и сказал ей, что в тот самый день я был в городе и всю вторую половину дня бродил по базарной площади, разыскивая Дона Хуана. Она уставилась на меня с открытым ртом. «Должно быть, мы разминулись», — сказала она со вздохом. «Мы были на базаре и в парке. Большую часть дня мы просидели на ступеньках церкви, чтобы не привлекать к себе внимания. Отель, в котором я остановился, был рядом с церковью. Я вспомнил, что долго стоял, глядя на людей на ступеньках церкви. Что-то побуждало меня внимательно рассматривать их. При всей абсурдности такого чувства я был уверен, что Дон Хуан и Дон Хинаро должны быть среди этих людей, изображая попрошаек, чтобы увидеть меня. «Когда вы покинули город?» — спросил я. «Мы ушли около 5 и направились к месту нагваля в горах», — ответила она. А я как раз в конце дня вдруг ощутил четкую уверенность в том, что Дон Хуан ушел. Теперь было совершенно ясно, что именно я чувствовал в течение всего периода розысков Дона Хуана. В свете ее рассказа я должен был в корне пересмотреть свои позиции. Я объяснял свою уверенность в присутствии Дона Хуана в городе как иррациональное ожидание, возникшее в результате многократных встреч с ним в прошлом. Но в городе была Лагорда, которая искала меня, а она была существом наиболее близким по характеру к Дону Хуану. Я все время ощущал там именно ее присутствие. А рассказ Лагорды лишь подтвердил то, что мое тело знало без тени сомнения. Я заметил, что когда я рассказывал ей о своих ощущениях в тот день, ее начала бить нервная дрожь. «Что произошло бы, если бы ты нашла меня?» — спросил я. «Все было бы по-другому», — ответила она. «Для меня найти тебя означало, что у меня достаточно личной силы, чтобы двигаться вперед. Поэтому я взяла с собой сестричек. Все мы, ты, я и сестрички, уехали бы вместе в тот же день». «Куда, Гордо?» «Кто знает», — задумчиво сказала Лагорда. «Если бы у меня было достаточно силы, чтобы найти тебя, то была бы и сила узнать это. Теперь твоя очередь. Очевидно, у тебя сейчас достаточно силы, чтобы узнать, куда мы должны идти. Понимаешь, что я имею в виду?» В этот момент меня охватила глубокая печаль. Я более остро, чем когда бы то ни было, ощутил отчаяние от своей человеческой бренности и недолговечности. Дон Хуан всегда говорил, что единственным предметом, сдерживающим отчаяние, является осознание смерти, как ключа к магической схеме существования. Он утверждал, что осознание нашей смерти является единственной вещью, которая дает нам силу вынести тяжесть и боль нашей жизни и боязни неизвестного. Но он никогда не говорил мне, как вывести это осознание на передний план. Каждый раз, когда я просил его об этом, он настаивал, что единственным возможным фактором является волевой акт. Иначе говоря, я должен принять решение сделать это осознание свидетелем своих действий. Мне казалось, что я сделал это. Но, столкнувшись с решимостью Лагорды найти меня и уехать со мной, я понял, что если бы она нашла меня в этом городе, я никогда бы не вернулся домой. Никогда уже не увидел бы тех, кто мне дорог. Я не был готов к этому. Я приготовился к смерти, но не к тому, чтобы исчезнуть на оставшуюся часть моей жизни, находясь, как должно воину, в полном осознании без гнева и разочарования, оставив позади свои чувства. Почти в полном замешательстве я сказал Лагорде, что не являюсь воином, достойным иметь такую силу, чтобы оставить навсегда мою прежнюю жизнь и знать, куда идти и что делать. «Мы человеческие существа», — сказала она. «Кто знает, что ожидает нас и какого рода силу мы можем иметь?» Я сказал ей, что моя печаль от такого решения слишком велика. Перемены, которыми подвергаются маги, слишком радикальны и слишком окончательны. Я рассказал ей про невыносимую печаль Паблита об утрате своей матери. «Такими ощущениями питается человеческая форма», — сказала она сухо. «Я жалела своих маленьких детей в течение многих лет. Я не могла понять их. Как Нагваль может быть таким жестоким, приказывая мне сделать то, что я сделала, оставить своих детей, разрушить мою любовь к ним и забыть их?
Она сказала, что понадобились годы, чтобы понять, что Нагваль тоже должен был сделать выбор. Оставить свою форму. Он не был жестоким. Просто у него больше не осталось человеческих чувств. Для него все было равно. Он принял свою судьбу. Наша с Паблито проблема в этом отношении состояла в том, что никто из нас не принял свою судьбу. Лагорда сказала с презрением, что Паблито плакал, вспоминая свою мать, свою Мануэлиту, главным образом тогда, когда должен был готовить себе еду. Она предложила мне вспомнить мать Паблито такой, какой она была, старой, бестолковой женщиной, которая хотела только одного – быть прислугой для Паблито. Она сказала, что все они считают Паблито трусом. Он ведь так несчастлив, потому что его прислуга Мануэлита стала ведьмой Соледад, которая могла бы убить его, раздавив как клопа. Лагорда драматически встала и склонилась над столом так, что ее лоб почти коснулся моего. Нагваль сказал, что у Паблито необычная судьба, сказала она. Мать и сын берутся за одно и то же. Если бы он не был таким трусом, он принял бы свою судьбу и противостоял Соледад как воин, без страха и ненависти. В конце концов, лучший победил бы и забрал все. Если бы победителем вышла Соледад, Паблито должен был быть счастлив своей судьбой и желать ей блага. Но только подлинный воин может знать счастье такого рода. Как ко всему этому относится Донья Соледад? Она не индульгирует в своих ощущениях, сказала Лагорда, и снова села. Она приняла свою судьбу с большей готовностью, чем любой из нас. Прежде чем Нагваль помог ей, она была еще хуже, чем я. По крайней мере, я была молодой, она же была старой коровой, жирной и измученной, и молила о приходе смерти. Теперь смерть должна будет бороться, чтобы заявить свои права на нее. Меня страшно смущало, как мало времени понадобилось для преображения Доньи Соледад. Я сказал Лагорде, что видел Донью Соледад около 2 лет назад, и она была все той же старухой, какой я знал ее всегда. Лагорда рассказала, что в последний раз, когда я был в доме у Доньи Соледад, считая, что это все еще дом Паблито, Нагваль научил их действовать так, словно ничего не изменилось. Донья Соледад приветствовала меня из кухни, как она всегда это делала, и я фактически не видел ее лица. Лидия, Роза и Паблито в совершенстве играли свои роли, чтобы я не мог раскрыть их подлинную деятельность. Зачем Нагваль пошел на все эти хлопоты, Гордо? Он берег тебя для чего-то пока еще не ясного. Он намеренно держал тебя вдали от всех нас. Они с Хинара велели мне никогда не показывать тебе свое лицо, когда ты был поблизости. Велели они то же самое и Хосефине? Да. Она ненормальная и ничего не может с собой поделать. Ей хотелось разыгрывать с тобой свои шуточки. Она обычно следовала за тобой неподалеку, а ты никогда не знал об этом. Однажды ночью, когда Нагваль взял тебя в горы, она в темноте чуть не столкнула тебя вниз в ущелье. Нагваль заметил ее как раз вовремя. Она проделывала все эти шуточки не со злобы, а потому что это доставляет ей удовольствие. Это ее человеческая форма. Хосефина будет такой, пока не потеряет ее. Я уже говорила тебе, что все они 6 немножко психи. Тебе надо понять это, чтобы не быть пойманным в их сети. А если и поймаешься, не гневайся. Они не могут сдерживать себя. Некоторое время она молчала. Я уловил, что она еле заметно дрожит. Ее глаза, казалось, вышли из фокуса, рот приоткрылся, словно мышцы перестали держать нижнюю челюсть. Я был поглощен наблюдением за ней. Она несколько раз встряхнула головой. «Я только что видела кое-что», — сказала она. «Ты в точности такой же, как сестрички и Хинарос». Она начала тихо смеяться. Я ничего не сказал. Мне хотелось, чтобы она объяснила все сама. Они сердятся на тебя, потому что до них до сих пор не дошло, что ты не отличаешься от них. Они смотрят на тебя как на Нагваля. Им не понять, что ты индульгируешь своим способом, точно так же, как они своим. Она сказала, что Паблито ноет и жалуется, и играет слабовольного человека. Бениньо играет застенчивого человека, который не может даже поднять глаза.
Нестор играет мудреца, того, кто все знает. Лидия играет крутую женщину, которая может сокрушить взглядом кого угодно. Хосефина была ненормальной, на которую нельзя положиться. Роза была раздражительной девицей, которая кусала москитов за то, что они кусают ее. А я был дураком, который приехал из Лос-Анджелеса с блокнотом и кучей нелепых вопросов. И всем нам нравилось вести себя так, как мы привыкли. «Когда-то я была толстой и вонючей», — продолжала она после паузы. «Я не обращала внимания на то, что другие пинают меня ногами, как собаку. Это была моя форма. Я должна буду рассказать им, что я увидела относительно тебя, чтобы их не раздражали твои действия». Я не знал, что сказать, чувствуя, что она бесконечно права. Самым важным фактором было не столько безошибочность ее утверждений, сколько способ, которым она пришла к своему непосредственному утверждению и свидетелем которого был я сам. «Как ты увидела это?» — спросил я. «Это просто пришло ко мне», — ответила она. «Как оно пришло к тебе?» Я испытала ощущение видения, пришедшее на макушку моей головы, и просто знала все это. Я настаивал на том, чтобы она описала каждую деталь этого ощущения видения, о котором она только что упомянула. После минутного колебания она уступила, описав мне точно такое же щекочущее ощущение, что было и у меня во время моих столкновений с Соледат и сестричками. Лагорда сказала, что оно начинается на макушке, а затем опускается вниз по спине и вокруг талии к матке. Она ощущала его внутри своего тела, как поглощающее щекочущее раздражение, которое превратилось в знание, что я цепляюсь за свою человеческую форму, подобно всем остальным. Разница между нами лишь в том, что я делаю это непонятным для них способом. «Ты слышишь голос, который говорит все это?» — спросил я. «Нет, я просто видела все, что рассказала тебе о тебе самом», — ответила она. Я хотел спросить, было ли у нее видение меня, цепляющегося за что-то, но передумал. Я не хотел индульгировать в своем обычном поведении. Кроме того, я знал, что именно она имеет в виду, когда говорит о видении. То же случилось и со мной, когда я был с Розой и Лидией. Я внезапно просто знал, где они жили. У меня не было видения их дома, я просто ощутил, что знаю это. Я спросил ее, слышала ли она звук, похожий на треск деревянной палочки, сломавшейся у основания ее шеи. «Нагваль учил нас, как получить ощущение на макушке головы», — сказала она. «Но не каждый из нас может вызвать его. Звук позади горла — еще более трудная вещь. Никто из нас до сих пор не ощущает его. Странно, что у тебя он есть, ведь ты пустой». «Как действует этот звук?» — спросил я. «И что это такое?» «Ты знаешь это лучше, чем я. Что же я еще могу сказать тебе?» — ответила она резко. Тут она явно поймала себя на раздражительности и, сконфуженно улыбнувшись, опустила голову. «Я чувствую себя глупо, рассказывая тебе то, что ты уже и так знаешь», — сказала она. «Ты задаешь мне эти вопросы, чтобы проверить, действительно ли я потеряла форму?» Я сказал ей, что нахожусь в растерянности. Мне кажется, я знаю, что это был за звук, но чтобы знать что-либо на самом деле, мне нужно непременно выразить свое знание в словах. А в данном же случае я просто не представлял, где взять эти слова и как их соединить в понятие. Поэтому единственное, что я мог сделать, это задавать вопросы в надежде, что ее ответы могли бы помочь мне. «Я не могу помочь тебе в случае с твоим звуком», — сказала она. Я вдруг ощутил невероятный дискомфорт. Я сказал ей, что привык иметь дело с Доном Хуаном и что теперь нуждаюсь в нем больше, чем когда бы то ни было. Он бы разъяснил мне все это. «Тебе недостает Нагваля?» — спросила она. Я сказал, что да, и что я не понимал, как сильно мне недостает его, пока не оказался в его родных краях. «Тебе недостает его, потому что ты все еще цепляешься за свою человеческую форму», — сказала она и захихикала, словно наслаждаясь моей печалью. «А тебе самой недостает его, Гордо?» «Нет, мне нет. Я его. Вся моя светимость была изменена. Как мне может недоставать чего-то, что есть я сама?» «Чем отличается твоя светимость?»
человеческое существо или любое другое создание имеет бледно-желтое свечение. Животные скорее желтые, люди скорее белые. Но маг янтарно-желтая, как мед на солнечном свету. Некоторые женщины-маги зеленые. Нагваль сказал, что они самые могущественные и самые опасные. Какой цвет у тебя, Гордо? Янтарный, такой же, как у тебя и у всех нас. Об этом мне сказал Нагваль и Хинару. Все мы янтарные. И все мы, за исключением тебя, похожи на надгробный камень. Обычные люди похожи на яйцо. Именно поэтому Нагваль называл их светящимися яйцами. Маги изменяют не только цвет своей светимости, но и свои очертания. Мы похожи на надгробные камни, только закругленные с обоих концов. А у меня до сих пор очертания яйца, Гордо? Нет, у тебя тоже очертания камня. Но в твоей светимости имеется уродливая тусклая заплата. Пока у тебя есть эта латка, ты не сможешь свободно летать, как летают маги. Так как я летала для тебя прошлой ночью, ты даже не способен сбросить свою человеческую форму. Я втянулся в страстный спор. Не столько с ней, сколько с самим собой. Я настаивал, что их точка зрения на способ обретения этой метафизической полноты была абсурдной. Я сказал, что никто не смог бы убедительно доказать мне, что нужно повернуться спиной к своему ребенку, чтобы осуществить самую неопределенную из целей – войти в мир Нагваля. Я был так глубоко убежден в своей правоте, что вышел из себя и стал сердито кричать на нее. Моя вспышка оставила ее равнодушной. «Это должен делать не каждый», — сказала она, — «а только маги, которые хотят войти в другой мир. Есть немало хороших магов, которые видят, но все же остаются неполными. Быть полным важно только для нас, талтеков. Возьми, например, Соледат. Она наилучшая колдунья, которую ты смог бы отыскать, и она неполная. У нее было 2 ребенка, одним из которых была девочка. К счастью для Соледат, ее дочь умерла. Нагваль сказал, что острие духа человека, который умирает, снова возвращается к родителям, то есть к тем, кто отдал его. Если человек умирает, имея детей, то острие переходит к полному ребенку. А если все дети полные, то острие уходит к тому, кто обладает большей силой, причем это не обязательно будет лучший из них. Например, когда мать Хосефины умерла, то острие ушло к самой ненормальной, к Хосефине. Казалось, оно должно было бы пойти к ее брату, работящему и достойному человеку. Но у Хосефины было больше силы, чем у ее брата. Дочь Соледат умерла, не оставив детей, и Соледат получила поддержку, в результате чего закрыла половину своей дыры. Теперь единственная надежда закрыть ее полностью связана для нее со смертью Паблито. В свою очередь, для Паблито великая надежда на получение поддержки связана со смертью Соледат. Я сказал ей в очень сильных выражениях, что все это вызывает у меня отвращение и ужас. Она согласилась. Раньше она и сама считала, что именно эта установка магов – самая мерзкая вещь, какую только можно вообразить. Она взглянула на меня сияющими глазами. В ее усмешке было что-то коварное. «Нагваль сказал мне, что ты понимаешь все, но ничего не хочешь делать в соответствии с этим», — сказала она мягким голосом. Я начал спорить снова. Слова Нагваля обо мне не имеют никакого отношения к той части установки, которую мы сейчас обсуждаем. Я объяснил ей, что люблю детей, очень глубоко чту их и сочувствую их беспомощности в окружающем их устрашающем мире. Я не мог и помыслить о причинении вреда ребенку ни в каком смысле и ни при какой причине. Это правило придумал не Нагваль. Оно создано не человеком, а где-то там, вовне. Я защищался, говоря, что не сержусь ни на нее, ни на Нагваля, но спорю, потому что не могу постичь смысла всего этого. Смысл в том, что нам нужно наше острие, вся наша сила, чтобы войти в другой мир, сказала она. Я была религиозной женщиной и обычно повторяла слова, смысла которых не понимала. Я хотела, чтобы моя душа вошла в Царство Небесное. Я до сих пор хочу этого, несмотря на то, что нахожусь на другом пути. Мир Нагваля и есть Царство Небесное. Из принципиальных соображений
я восстал против религиозного аспекта ее утверждений. Дон Хуан приучил меня никогда не рассуждать на эту тему. Она очень спокойно объяснила, что не видит никакой разницы в образе жизни между нами и истинными монахами и священниками. Она указала, что настоящие монахи не только являются, как правило, полными, но они еще и никогда не ослабляют себя сексуальными отношениями. Нагваль сказал, что в этом и заключается причина, почему они никогда не будут искоренены. Кто бы ни пытался искоренить их, сказала она. Те, кто стоит за этим, всегда пустые. Они не обладают мужеством истинных монахов и священников. Мне нравилось, что Нагваль говорил это. Я всегда буду восхищаться монахами и священниками. Мы похожи. Мы отказались от мира, но мы находимся в его гуще. Священники и монахи сделались бы великими летающими магами, если бы кто-нибудь сказал им, что они могут делать это. Тут я вспомнил о симпатиях моего отца и деда к мексиканской революции. Больше всего они восхищались попыткой искоренить духовенство. Мой отец унаследовал это восхищение от своего отца, а я от них обоих. Это было своего рода членство, которое мы разделяли. Одной из первых вещей, которые Дон Хуан разрушил в моей личности, было именно это членство. Однажды, как бы провозглашая свое собственное мнение, я сказал Дону Хуану то, что я слышал всю жизнь, что излюбленной уловкой церкви было держать нас в невежестве. Лицо Дона Хуана стало очень серьезным, как будто мое утверждение затронуло какую-то глубокую струну в его душе. Я немедленно подумал о веках эксплуатации, которой подвергались индейцы. «Эти грязные ублюдки», — сказал он, — «они держали меня в невежестве, да и тебя тоже». Я сразу уловил его иронию, и мы оба рассмеялись. По правде говоря, мне никогда и в голову не приходило проверить реальность этого положения серьезным исследованием. Я даже не очень-то верил в него, но мне словно ничего не оставалось, как только принять его. Я рассказал Дону Хуану о своем дедушке и отце, и об их либеральных взглядах. «Не имеет значения, что именно кто-то говорит или делает», — сказал Дон Хуан. «Ты сам должен быть безупречным человеком. Битва происходит в этой груди, прямо здесь». Он мягко постучал по моей груди. «Если бы твой дедушка или твой отец попытались стать безупречными воинами, — продолжал он, — у них не осталось бы времени на пустяковые битвы. Нам требуется наша энергия и наше время целиком и полностью, чтобы победить весь этот идиотизм в себе. Только это и имеет значение. Остальное не важно. Ничто из того, что твой дед или отец говорили о церкви, не принесло им благополучия. Но вот если ты будешь безупречным воином, то это даст тебе мужество, молодость и силу. Так что тебе надлежит сделать мудрый выбор». Моим выбором была безупречность и простота жизни воина. Вследствие этого выбора я чувствовал, что должен принять слова Лагорды самым серьезным образом. Но это казалось мне даже более угрожающим, чем действия Дона Хинаро. Он обычно пугал меня на очень глубоком уровне, однако его действия, хотя и ужасающие, были органично вплетены в непрерывную ткань их учения. Слова и действия Лагорды угрожали мне иным образом, более конкретным и реальным. Тело Лагорды вдруг вздрогнуло. По нему пробежала дрожь, заставляя сокращаться мышцы ее рук и плеч. Она схватилась за край стола, неловко пошатнулась. Затем она расслабилась и приняла свой обычный вид. Она улыбнулась. Ее глаза и улыбка были ослепительными. Она сказала небрежным тоном, что только что видела мою дилемму. «Бесполезно закрывать глаза и делать вид, что ты ничего не понимаешь или не знаешь. Ты можешь делать это с другими людьми, но не со мной», — сказала она. «Я знаю теперь, почему Нагваль поручил мне рассказать тебе все это. Я никто. Ты восхищаешься великими людьми. Нагваль и Хинара были величайшими из всех». Она остановилась и посмотрела на меня. Казалось, она ожидала моей реакции на свои слова. «Ты все время боролся против того, что тебе говорили Нагваль и Хинара», — продолжала она. «Именно поэтому ты позади. И боролся с ними ты потому, что они были великими.
Это твой способ бытия. Но ты не мог бороться против меня и моего рассказа, потому что ты не хочешь смотреть на меня с уважением. Я ровня тебе и нахожусь в твоем кругу. Ты любишь бороться с теми, кто лучше тебя. В борьбе с моей позицией для тебя нет вызова. Бедный маленький Нагваль, ты проиграл игру. Она приблизилась ко мне и прошептала на ухо, что Нагваль говорил ей, что она никогда не должна пытаться забрать у меня мой блокнот. Это так же опасно, как пытаться выхватить кость из пасти голодной собаки. Она положила голову мне на плечо, обняла и засмеялась тихо и мягко. Ее видение сразило меня. Я знал, что она была абсолютно права. Лагорда долго держала меня в объятиях, склонив голову мне на плечо. Близость ее тела каким-то образом очень успокаивала меня. В этом она была в точности подобна Дону Хуану. Она излучала силу, уверенность, твердость. Она ошибалась, считая, что я не восхищаюсь ею. «Давай оставим все это», — сказала она внезапно. «Поговорим о том, что нам предстоит делать сегодня вечером». «Что именно мы будем делать сегодня, Гордо?» «Нам предстоит последнее свидание с силой». «Это снова будет ужасная битва с чем-то?» «Нет. Сестрички просто собираются показать тебе нечто такое, что завершит твой визит сюда. Нагваль сказал мне, что после этого ты сможешь уехать и никогда не вернуться. Или предпочтешь остаться с нами. Но в любом случае мы должны показать тебе свое искусство, искусство сновидения». «А что это за искусство?» Хинара говорил мне, что он терял время опять и опять, чтобы познакомить тебя с искусством сновидящих. Он показал тебе свое другое тело, тело сновидения. Однажды он даже заставил тебя быть в двух местах одновременно. Но твоя пустота помешала тебе видеть то, что он демонстрировал тебе. Это выглядело так, словно все его усилия провалились через дыру в твоем теле. Кажется, теперь все обстоит иначе. Хинаро сделал сестричек настоящими сновидящими, и сегодня вечером они покажут искусство Хинаро. В этом отношении сестрички являются истинными детьми Хинаро. Это напомнило мне о словах Паблита, который говорил, что мы являемся детьми обоих, и что мы талтеки. Я спросил ее, что он подразумевал под этим. «Нагваль говорил мне, что на языке бенефактора маги обычно назывались талтеками», — ответила она. «А что это за язык?» Он никогда не рассказывал. Но они с Хинаро обычно разговаривали на языке, который никто не мог понять. А ведь все мы вместе знаем 4 индейских языка. Дон Хинаро тоже говорил, что он талтек. У него был тот же бенефактор, так что он говорил то же самое. Из ответов Лагорды я начал подозревать, что она то ли сама знает очень мало, то ли не хочет говорить об этом со мной. Я сказал ей о своих выводах. Она призналась, что никогда не уделяла большого внимания этой теме и удивилась, что это так важно для меня. Я прочел ей настоящую лекцию по этнографии Центральной Мексики. Маг становится талтеком только тогда, когда овладеет секретами сталкинга и сновидения, сказала она небрежно. Нагваль и Хинаро получили эти секреты от своего бенефактора и потом хранили их в своих телах. Мы делаем то же самое. И потому мы являемся талтеками, подобно Нагвалю и Хинаро. Нагваль учил тебя и меня быть бесстрастными. Я более бесстрастна, чем ты, потому что я бесформенна. У тебя все еще сохранилась твоя форма, и ты пустой. Поэтому ты цепляешься за каждый сучок. Но однажды ты снова будешь полным, и тогда ты поймешь, что Нагваль был прав. Он сказал, что мир людей поднимается и опускается, и что люди поднимаются и опускаются вместе со своим миром. Как магам, нам нечего следовать за ними в их подъемах и спусках. Искусство магов состоит в том, чтобы быть вне всего и быть незаметными. И самым главным в искусстве магов является то, чтобы никогда не расточать понапрасну свою силу. Нагваль сказал мне, что твоя проблема — вечно попадаться в ловушку идиотских дел, вроде того, чем ты занимаешься сейчас. Я уверена, что ты собираешься расспрашивать нас всех о талтеках, но так и не соберешься спросить нас о внимании. Ее смех был чистым и заразительным.
Я вынужден был согласиться, что она права. Мелкие проблемы всегда пленяли меня. Я только сказал ей, что озадачен употреблением слова «внимание». «Я уже говорила тебе о том, что Нагваль рассказывал нам о внимании», — сказала она. «Мы удерживаем своим вниманием образы мира. Обучать мужчину-мага очень трудно, потому что его внимание всегда закрыто, сфокусировано на чем-нибудь. А вот женщина всегда открыта. Поэтому она большую часть своего времени ни на чем не фокусирует свое внимание, особенно в течение менструального периода. Нагваль рассказал мне, а затем продемонстрировал, что в эти дни я могу полностью отвлечь свое внимание от образов мира. Если я не фиксирую его на мире, то мир рушится. Как это делается, Гордо? Это очень просто. Женщина-маг использует трещину между мирами, о которой я уже упоминала. Когда женщина менструирует, она не способна фокусировать свое внимание. Это и есть та трещина, о которой говорил мне Нагваль. Прекратив бороться за фокусирование, женщина должна отвлечься от образов мира, созерцая отдельные холмы, воду, например, реку или облака. Во время созерцания у тебя начинает кружиться голова, и глаза устают. Но если ты немного прикроешь их и мигнешь, и сместишь их от одной горы к другой, или от одного облака к другому, то созерцать можно часами или целыми днями, если это необходимо. Нагваль обычно заставлял нас сидеть у двери и созерцать те круглые холмы на другой стороне долины. Иногда мы сидели так по несколько дней, пока трещина не открывалась.